надо девчонкам и малым купить каких-то вкусностей. Вот такие вот тут дела в этой пекарне. Все, девчата потрогали арку триумфально. Вадя пописал, все заметано. И многие страны-государства-соседи, Англия, Германия, Австрия. Вот нам Димка рассказывает, что в этом месте снимали фильм «Арсен Люпен». Ребят, смотрите, как мы организовались перед Лувром, да? Скажите. Ребят, смотрите, у нас собака какая популярная, к нам японка или китайка подошла познакомиться. Ребят, смотрите, собака у нас ходить отказывается вообще. Решили спуститься вниз. Посмотрите, как тут заброшенные какие-то корабли стоят. Не знаю, тут люди, наверное, на этих кораблях жили. Ну, друзья, вот этот мост, к которому мы подходим, это мост Александра Третьего. Посмотрите, это Милашка сувениры выбирает своим подружкам. Ребята, смотрите, уже должны ее зажечь. Ага, начинает зажигаться, смотрите. Ребят, доброе утро. Наступил день второй наш в Париже. Я сейчас выбрался погулять с собакой с утра, и мы сегодня будем целый день гулять по Парижу, и я вам все самое интересное покажу. Смотрите, я хотел показать, мы живем в доме, посмотрите, какой подъезд здесь. Смотрите, какой двор внутренний. Прикольно, да? Не знаю, дому, блин, миллион лет. И здесь, короче, лифт есть у него, я вам сейчас покажу. Вот это вот лифт, представьте, вот это. Я в него вчера зашел, у меня клаустрофобия просто была. Потому что там один человек боком помещается и чемоданчик маленький. Все, больше никто не помещается. Сейчас я вам открою, покажу лифт. Бади, подожди. Смотрите. Это лифт. Чтобы вы понимали, я вот так вот только могу зайти. Два человека и все. Прикол, да? Вот такой вот у нас ход. Парадная такая, или что это? Коридор. Сейчас мы выходим на улицу, я вам покажу, как прикольно, когда выходишь на улицу. Надо нажать на кнопочку. Пошли, собака. Ну, ребят, смотрите. Вот так вот. Выходим. А, вот так открывается. Все, разобрался. Ребят, пошли, Бадди. Ребят, смотрите, куда выходим. Смотрите, какая красота, а. Шел дождичек ночью. Посмотрите, собор Александра Невского. Какая красота. Сегодня воскресенье, ребят. Сам Бог велел зайти в собор. Зайдем попозже. Вы знаете, отсюда до Триумфальной арки, мы вот вчера гуляли, я вам показывал. Отсюда до Триумфальной арки 5 минут пешком идти. А до Эйфелевой башни, ну, минут, наверное, 25. Посмотрите на эту парижскую архитектуру. Прикольно, на балконах у людей деревья растут в горшках. Классно, конечно. Париж фантастический. А, ребята, кстати, вчера, блин, первый раз крысу видели. Короче, идем, мы вчера возвращаемся домой уже поздно-поздно. Проходим какую-то кафешку, она закрыта, и там с кухни такие, блин, такая мафия, два крысенка, это вообще было. В таком красивом стиле все сделано, брусчатка, магазины, просто обалдеть, такие проспекты здесь. Боже, как красиво в Париже, это просто нереальный какой-то город. Для посещения Парижа это очень классное время, осень, потому что мы гуляем, смотрим на эти деревья, они еще, знаете, не облысевшие, как зимой, а такие прямо золотые. Нам очень нравится это время в Париже. Мы, кстати, завтра планируем в Диснейленд поехать, но передают дождь. Купили билеты, так обидно, но посмотрим. Мы надеемся, что нам, может быть, повезет. Поэтому будет следующий выпуск про Диснейленд для вас. Так, ну что, мы пришли в пекарню. Нам надо девчонкам и малым купить каких-то вкусностей. Вот такие вот тут дела в этой пекарне, видите? По 2,90, по 3,90. Короче, куча всего. И вот такая стоит очередь, и мы в этой очереди тоже стоим, чтобы попасть и купить на завтрак нам каких-то вкусностей. Пекарня называется вот так, короче. Ребят, взяли, что взяли? Багет свежий. Свежий французский багет с утра и пробуем. Фантастика, хлеб божественный.
Мы в этой пекарне мало всего купили, потому что эклеров, круассанов здесь не было, поэтому ищем другую пекарню. Ну что, мы вышли погулять, у нас сегодня маршрут такой, мы вот сейчас пришли на Триумфальную арку и будем выдвигаться в сторону Лувра, Нотр-Дам посмотреть хотим, и потом будем возвращаться в сторону Эйфелевой башни. Так что гуляйте с нами, мы вам будем все показывать, как выглядит шикарно Париж. Кстати, по поводу того, что все говорят, что Париж такой грязный, слушайте, ребята, полный бред. Вот есть места, конечно, где много туристов, но вот смотрите, мы гуляем, здесь везде просто все чистенько, никакого мусора, все тротуары чистые, все убрано. Ребят, гляньте еще раз на эту красоту. Это мы ее сбоку видим, сейчас мы обойдем. Посмотрите на эту красоту, какая махина. Очень она большая, конечно, красивая. Кстати, около Триумфальной арки вот это место, смотрите, вот она и вот это, вот тут классные фотки получаются. И еще вот с этой стороны стоят экскурсионные автобусы. Пошлите. Ну и что, пошлите. Здесь стоят экскурсионные автобусы, и вот здесь тоже очень крутой ракурс для фотографий. Смотрите, как отсюда выглядит. Класс, да? Триумфальная арка построена в честь великих побед военных. Ребят, идем через пешеходный переход к самой арке под кольцом. Вот так вот выглядит пешеходный переход. Здесь можно купить билеты и подняться на саму арку. Но мы пока подниматься на арку не будем, потому что у нас сегодня очень большой маршрут пешеходный. Видите, вот тут можно купить тикеты и почитать историю арки. Вот какая очередь. Да, вот здесь вот поднимаемся. Вот очередь на тикеты, чтобы подняться на арку. Сегодня у нас воскресенье. Конечно, движуха в Париже конкретная. Туристов, море. И вот так вот мы выходим на Триумфальную арку. Посмотрите, какая она большая. Ух, красота. Можно просто подняться и погулять под аркой, не поднимаясь. Это бесплатно. Видите, мы вышли на другую сторону. И вот здесь вот сама арка. Ух, какая красивая, такая большая, могущественная. Интересно, здесь можно к ней подойти поближе или нет? А, нет, здесь закрывают, потому что здесь уже вход наверх. Все, девчата потрогали арку Триумфальную. Бади пописал, все заметано. Посмотрите с этой стороны, как она сделана. Красота. И римские легионеры все тут. Ну что, по Елисеевским полям мы идем в сторону Лувра. Мы нафоткались на Триумфальной арке. Вот наша компания пополнилась. Все в сборе. И вот тут вот на фоне магазина Cartier стоит и такая скромная машинка Ferrari. Короче, все нормально здесь. Ребята, а почему сегодня Елисеевские поля не перекрыты? Их же по воскресеньям перекрывают, нет? Перекрывают, да. Сегодня Я не знаю почему, но в прошлый раз мы гуляли, они были перекрыты, и это просто была пешеходная зона. Посмотрите, какие магазины здесь классные. Какая атмосфера. Let's Drive, пожалуйста. На Феррари можно покататься. Вот ребята катают. Let's Drive. Видишь, написано на ней? Узнаешь, сколько стоит, и афроамериканцы тебя катают. Посмотрите, какая атмосфера у нас на Елисейских полях. Ребят, ну вы поняли, да? На Триумфальную арку можно подняться. Покупаете билет в пешеходном переходе и ножками поднимаетесь. Оттуда вид на такой на 360 градусов на Париж. Но мы не поднимались, потому что у нас нет времени на это все. Мы хотим за один день обойти сегодня максимально много. Друзья, а вот чемодан Луи Виттон. Посмотрите, при дневном свете. Я вчера вам вечером его снимал. Посмотрите, как здание прикольно сделано. Таких зданий по миру не так много. А тут на Елисеевских полях такое центральное. Но там в нем реконструкция внутри еще пока идет. Красиво, да? В виде такого сундука.
Ребят, обратите внимание, какой Marriott отель. Прямо на Елисейских центре, посмотрите. Красивый, да, какой? Сколько же здесь номер, интересно, стоит? Интересно в интернете посмотреть. Юль, видела Marriott, какой отель красивый? Макс Мара. Ну тут, конечно, бренды такие на Елисейских полях, что мама родная. Здесь вот сразу мы свернули с Елисейских полей. Вот тут магазин Моноприкс. Есть это продуктовый магазин, где можно купить с собой что-то, водички. Ну, это сеть по всей Франции. Вчера мы были в этом магазине, я вам показывал немного цены. Поэтому сейчас пойдем, что-то возьмем с собой вкусненького. Друзья, смотрите цены на водичку. 1,97 Сан-Пелегрино, Перье 1,97 и Витель 1,97. Эвиан 2,07 большой. Гляньте, какие девчонки красивые у нас. Такие все на стиле, смотри. Красотки, да? Так и не скажешь, что по 45 вам уже. У нас собака, он Эвиан пьет, смотрите. Бади, иди сюда. Бади, расскажи всем, что ты Эвиан пил. Да. Не хочет. Какая вода? Не, пьет. Сыр с плесенью. Да. У нас собака сыр с плесенью здесь есть. И Эвиан пьет. Все нормально. Друзья, посмотрите, это Гранд Палас. Построен специально к выставке 1900 года. Насколько роскошное здание. Вот вдали Триумфальную арку видно. А мы продолжаем свой путь к Лувру. Кстати, ребята, сейчас мы вам покажем. Вот тут вот это резиденция Макрона, президента Франции. Представляете? А вот видно. Стоит полицейская машина и такие золотые ворота. Ну, там даже можно прогуляться, посмотрите. Видите, вон? Вдали ворота, такие золотые. Это резиденция президента. По пути вам попалась площадь, называется Конкорд. Посмотрите, в центре стоит обелиск, привезенный из Египта. Подаренный Франции каким-то премьер-министром Египта. Этот обелиск привезен из Луксора. Представляете, настоящий египетский обелиск. Также два прекрасных фонтана окружают этот обелиск. Кстати, во время французской революции здесь установили гильотину. И на этой площади казнили Людовика XVI и королеву Марию Антуанетту. И, представляете, какая история? В то время этот король многое сделал плохого для французского народа, и его казнили, потому что он большинство денег вкладывал в армию и обезбедил свой народ. Поэтому народ взбунтовался и тем самым создал французскую революцию. Эта французская революция сделала большой переворот, и многие страны, государства, соседи, Англия, Германия, Австрия, по-другому это все называлось в то время, но на самом деле они очень боялись таких перемен в своих странах, потому что там тоже в то же время была монархия, и они боялись свержения их и обезглавливания своих голов, так скажем. Круто! Друзья, гляньте на эти фонтаны, какая красота, какая работа, посмотрите. Да, Париж, конечно, ребят, это что-то. Это, я говорю, это культурная столица мира. Не только культурная, это и столица моды. Отсюда уже эту красавицу видно. Видно вам? Эйфелеву башню. Скоро мы до нее доберемся. Ребят, вот мы вошли в парк. За площадью вход в парк Лувра. И вон прямо уже виднеется Лувр. Здесь, кстати, указание, что музей Лувр прямо, оранжерея прямо. Тут можно сходить в туалет, девчата пошли. И мы сейчас будем направляться по такому красивому своеобразному парку. Кидай, кидай. Димон, что ты написал? Я люблю Париж. Вот нам Димка рассказывает, что в этом месте снимали фильм «Арсен Люпен».
такой прекрасный пруд. Смотри, какие ходят эти, как яхточки, да? Парусные лодочки. Люди сидят, отдыхают в специальных креслицах. Стульчики здесь, красота, конечно. Ребят, мы идем в сторону Лувра. Помните, недавно по всем каналам писали, что там стырили среди бела дня столько всяких там достопримечательностей, всяких драгоценностей. Что украли там много драгоценностей и всего. Да, я говорю, вообще пипец. Самый такой значимый музей мировой. И так в тупую унести это все, конечно, дурдом. Вот эти лодочки, оказывается, дают на прокат. Смотрите. Их можно взять и запускать. Ну, очень интересно. Как раз сейчас ветер такой здесь. Вот с 11 до 18 можно брать такие и пускать. А вот прямо уже видно по аллее, что виднеется Лувр. Уже башни дворца, которые возле него. Ребят, смотрите, как мы организовались перед Лувром, да? Скажите. Культурная программа у нас. Сидим. Друзья, с другой стороны этого парка есть еще одно такое же озеро. Пруд, это фонтан. Это фонтан, это не озеро. Ну все, мы уже почти у самого Лувра. Посмотрите, какая красота. Конечно, в Париже люди отдыхают, себя чувствуют шикарно. Смотрите, никто никуда не торопится. Везде стульчики на территории. Можете брать, использовать их. Сидеть компаниями. Мы только что вот посидели, такие же зеленые стульчики, как здесь. На солнышке хорошо. Сегодня единственное ветерок небольшой, но в целом очень классно. Ребят, гляньте на эту архитектуру. Конечно, просто это пипец. Такая красота. Сюда, конечно, первый раз, когда попадаешь, люди просто получают вау-эффект. Но когда ты гуляешь уже там второй день здесь, ты немножко к этому всему привыкаешь. Ну просто посмотрите на это, на эти могущественные дворцы, на эту прекрасную архитектуру. Самое главное, что мы деткам мир показываем. Детки путешествуют, смотрят все, видят. У нас у Миланки в этом году начался французский язык в гимназии. И для нее особенно это круто посмотреть главную столицу Франции. Ну все, ребятки, вот мы через арку входим, смотрите, в Лувр. Сам музей находится вот под землей, за этой аркой. Вот там стоят стеклянные пирамиды, где можно будет видеть, что происходит в самом музее в Лувре. Мы вам сейчас покажем. Ребят, представляете, эта арка построена с 1806 по 1808 год по приказу императора Наполеона I. Вот так идешь, вот смотришь на это все, и просто можно обалдеть, насколько это все какая-то история, это с ума сойти. И посмотрите, какая архитектура дальше, дворец, красота. Ребят, смотрите, вот это вот туристические автобусы, туристов катают. Кстати, очень прикольно, покупаешь билет, можешь выходить, гулять и потом садиться в любом месте. Хипон-хипов, видите, называется, типа вышел, сел. И вот так вот они катают по всем достопримечательностям по Парижу. Представляете, насколько это прикольно? Можно сразу покататься, все посмотреть за один день. Ребят, мы занимаемся профессиональной видеосъемкой. Телефон +7 978, оператор Александр. Делает лучшие кадры. Да, телефон +4 9870. Кадры Лувра. Идея. Все залезают сюда, Да. прыгают одновременно, вот Да. кричат жопа и фотографируют.
Ребят, смотрите, у нас собака какая популярная к нам, японка или китайка, подошла просто знакомиться. У него 2 миллиона подписчиков Да. на ТикТоке. Смотрите, какая у нас популярная собака. У нас можно этой собакой зарабатывать деньги здесь в Лувре. Вот мы подошли к главной пирамиде Лувра. Я хочу вам показать. Юль, возьми, пожалуйста, собаку. Я хочу вам показать вот сам Лувр внутри, смотрите. Видите, внутри находится музей. Все гуляют, вся выставка всех картин происходит под землей. Этого всего. Такая красота, конечно, здесь. У нас тут фотка напротив этого дворца есть. Мы хотим сейчас повторить эту фотку. Это, по-моему, мэрия, кстати. Помнишь это? Друзья, еще немного Лувра для вас. Кстати, китайцев здесь, как всегда, огроменное количество. Они хотят построить такой же Лувр у себя. Смотрите вниз. Смотрим. Отражает не сильно видно, но вон там вот внизу музей. Мы хотим сделать здесь фотографию. У нас есть фотография. В прошлом или позапрошлом были году. Вот у нас она на телефоне сейчас. И такую же хотим сделать здесь. А в прошлом году мы заходили через этот вход. Через оперный театр мы спускались и заходили в Лувр. А в этот раз мы совершенно другой дорогой пошли. Смотрите, как круто внутри, какие двери вообще, да, высокие. Собака наша, как всегда, отказывается ходить. Тащим ее на руках. А вот вход в Лувр, кстати, подземный. Смотрите, на эскалаторе спускаются. Здесь, видать, оплачивать билеты можно в очередь. Ну да. И спускаешься в сам Лувр. Ребят, смотрите, собака у нас ходить отказывается вообще. Она просто без сил. Хотя мы сегодня прошли только сколько? 16 тысяч шагов. Но он уже все, сдался. Просто он знает, что еще 16 надо пройти. Да. Нам реально, чтобы вернуться домой, еще 1016 шагов пройти надо. Смотрите, какие тут рикши прикольные. Можно нанимать, и ребята даже могут покатать по специальным туристическим местам. Прикольно. Ребят, направляемся в сторону Эйфелевой башни. Вон ее видно оттуда. И смотрите, нам надо перейти на ту сторону через сену. Там будут сейчас стейки и безлимитная кока-кола. Посмотрите, какая красота. Ребят, вот здесь Лувр находится, а вот там вот находится Нотр-Дам. Но, к сожалению, мы к нему не попадаем сегодня. Ну, не успеваем мы. Просто не успеваем по времени. Поэтому пойдем. Вот, кстати, этот пассаж. Видно вам прямо? Мы его проходили. Выставочный комплекс, который такие лодки плавают. Мы переходим на ту сторону сены. Сейчас будем идти в сторону Эйфелевой башни. Мы своей дружной компанией. Сил у нас уже осталось немного. Ну, вот наша, вот наша банда вся. Она, правда, уже по кусочкам вся. У мамы сила есть. Мама у нас заряжена на позитив. Молодец сегодня она у нас держится. Мам, ну что, ты заряжена на позитив у меня, да? Конечно. Молодец. Идем к Эйфелевой башне. Да, идем в башню. И французские собачки такие тут ходят. Ребят, посмотрите, как красиво. Париж — это, конечно, просто фантастика. Ребят, посмотрите. Называется музей Орсе. Смотрите, какие часы классные. Написано Париж, Орлеан наверху. Представляете, это раньше был железнодорожный вокзал со своими рельсами, со своими платформами. А сейчас это музей. Посмотрите, как прикольно. И на берегу Сены находится. Здесь вы можете наблюдать Лувр. Здесь музей. Ну, такие здания просто грандиозные. Железнодорожный вокзал. Красотища.
А мы по верхней набережной. Здесь можно идти вдоль Сены, прямо по низу. Идем в сторону Эйфелевой башни. Уже все замерзли, на улице, наверное, градусов 8. Но до Эйфелевой башни сегодня нам нужно дойти. Туристы тоже. Париж, кстати, такой спортивный город. Люди бегают с утра до вечера. И мы что, заметили? Французов вообще толстых нету. Вот просто идешь, здесь невозможно увидеть толстых людей. Хотя выпечка, булки, багеты, это все дело присутствует, но люди почему-то держат свою форму. Посмотрите, какая красота это здание. Внутри такие витражи, окна. Красиво, конечно. Париж фантастика просто. Ребят, вы знаете что? Вот мы вчера приехали вечером, мы в Париже не первый. Но мы что первый раз 3 дня были, что сейчас 3 ночи. Я вам хочу сказать, что Париж это город, у нас не получается, к сожалению, больше. Но Париж это город минимум на неделю, это минимум. Потому что вам, чтобы обойти эти все достопримечательности, посмотреть, вам нужно минимум неделю. Я вам объясню почему. Потому что мы эти все достопримечательности уже видели, но мы бегаем как дурные кони какие-то, понимаете, чтобы это все увидеть. Но чтобы это ощутить и походить не спеша, ребят, поверьте, неделю, не меньше. Смотрите, это сторона, это вход, наверное, был в этот железнодорожный вокзал. Ну просто красиво, как это вообще. Очень интересно, а куда эти поезда здесь приходили, как это было расположено. И вот смотрите, просто элементарно, вон туда улочки. Вы понимаете, чтобы это все увидеть, чтобы посетить это все, вам нужно очень много времени на это потратить. Я считаю, те люди, конечно, которые живут в Париже, наверное, очень счастливые. Но те, кто родился здесь и работают, очень красиво. Но вообще город для богатых людей, потому что здесь очень много богатых людей. Это видно по машинам, по такси, по отелям. Сюда, конечно, съезжаются со всего мира. Вот мы гуляли сегодня, простой вам пример, мы гуляли сегодня возле Лувра. Подходят китайцы или японцы, я не знаю, знакомятся, собаку нашу гладят. Но видно, что такие дорогие на них вещи, понимаешь? Hermes, Louis Vuitton. Но это, вы понимаете, что не самые простые люди сюда приезжают. Ребят, спустились на набережную вниз, пройтись, шли поверху, решили спуститься вниз. Посмотрите, как тут заброшенные какие-то корабли стоят. Я не знаю, тут люди, наверное, на этих кораблях жили. Ну, дело... Дело все в том, что эти выглядят корабли как заброшенные. Посмотрите, как лодки припаркованы на берегу Сены. И молодежь здесь на скейтах гоняет. Видите, как они тут кружатся? Ух ты! Прямо у них целая культура здесь катания на скейтах. Смотрите. Очень круто, молодежь спортом занимается. Блин, ребят, Париж, конечно, гулять не перегулять. Сразу заведения какие-то, видите, здесь. Ну, правда, людей нет, потому что холодно. Катера, ну, вон туристические катера ходят. Полные, груженные туристов. Сейчас я вам покажу. Посмотрите, да? Вроде бы прохладно, но посмотрите, насколько забит корабль полностью туристами, как муравьями. Вечером по вечернему Парижу прокатиться, это, конечно, супер. Димон, прокатился бы по вечернему Парижу на такой лодке? Да. Хотелось бы? Да. Солнышко, как дела? Все, конечно, замерзли, устали. Ребят, мы уже прошли 18 тысяч шагов, но нам еще гулять и гулять. О, какая здесь атмосфера классная. Видите, как молодежь тут отдыхает? Под мостами Парижа мы с тобой.
ночь играет светом над водой. Ребят, начинает темнеть. И немножко вам такого сумеречного Парижа. Смотрите, какие суда. Там, наверное, дискотека или ресторан. Мы дошли до выставочного комплекса, туристические корабли. Посмотрите, насколько Париж спортивная нация. Я тебе говорю, тут людей вообще просто толстых нету априори, вообще нету. Все настолько спортивные, настолько красивые. Какая красота здесь. Посмотрите, какой корабль. Да, это какое-то кафе. Или ночной клуб. Людей полный внутри. И, ребят, читать название это нереально. О, security, тут посмотрите. Так просто не зайдешь. Но людьми полностью забит. Да, это, наверное, какой-то ночной клуб, потому что барная стойка, столики, танцпол. И мы подходим к красивейшему мосту. Друзья, вот этот мост, к которому мы подходим, это мост Александра Третьего. Посмотрите, это подарен мост России и Франции. Он настолько красивейший. Кстати, в Питере тоже, по-моему, есть мост, который французы подарили Александру. Сейчас мы выйдем наверх и поснимаем. Да. Вот, тут, кстати, ремонтные работы, как всегда, начинается. Когда ты хочешь поснимать, а мы немножко поснимаем, пройдем. Здесь, может быть, и нельзя проходить, все снимают. А, он закрыт на реконструкции, да, дорогу делают. Ну, посмотрите, какая красота. Все слова растворяются в ветре, только сердце стучит живой. Под мостами Парижа я и ты, над сеной горят мечты. Ребят, смотрите, ну мы уже почти дошли, вы видите уже? Эйфелева башня. В объятиях этой Ребят, как настрой? красоты. Супер. Знаете, люди уже по 21 тысячу шагов прошли. И супер настрой. И никто не сдается, самое главное. Умнички. Ребята, хотел вам показать, смотрите. Здесь мы перешли через дорогу, через мост. И вот сюда мы идем в проулочек. И здесь есть красивое место, где можно сфотографироваться на фоне Эйфелевой башни. Мы вам сейчас покажем. Одним глазком вам атмосферу в центре Парижа. Рестораны, видите, забиты людьми. Юля ищет это прекраснейшее место. Юля знает, что за место. Юль, ты знаешь, что за место мы ищем, да? Да. Мы там были первый раз, когда были в Париже. И в этом проулке самые крутые фотографии, да? Ну да. Сейчас мы вам покажем адрес этого проулка. Вот здесь можно купить красный берет. А, Это кстати, вот символ. береты продаются, Да. символ Парижа. Красный. Можете купить и сразу на фоне. Да, красные береты, да? 9 евро. И на фоне сфоткаться. Сначала мы снимаем мост. Ребят, хотим вам кое-что показать. Смотрите, Санек, иди сюда. Смотрите, классно, когда идешь, все красиво, но что-то увидишь еще самое красивое. Посмотрите вот этот, сейчас вот сюда, в этот проулок. Посмотрите, мы здесь фоткаемся обычно. Классно, да? Вау, смотрите, какой красивый. Ребят, смотрите, это пипец, так круто, конечно. Вот здесь, в этом проулке, самые классные фотки получаются. Мы когда были здесь днем, здесь просто тысячи людей фотографировались. Ребят, посмотрите этот проулочек. Камера, конечно, не передает эту красоту этой башни.
магазинчик сувениров. Вот, смотри, Юль, 1,50, 10 за 4. Ну, купи какую-нибудь, какая нравится. Милашка сувениры выбирает своим подружкам. Видите, цены сумки по 8 евро. Вот такие цены на башенки. Вот смотрите, я вам покажу немножко цены. Смотрите, какие классные. По 5, по 7 евро. Ага. Ребята, вот мы и подошли к ней. Смотрите, какая она красивая. Ребят, тут Эйфелева башня, видите, с забором таким специальным огражена. К ней, конечно, так не подойти, чтобы ее вплотную потрогать. Видите, да? Покупаете билет, можно подняться пешком. Это недорого. Или можно подняться на специальном фуникулерчике таком, который едет наверх. Блин, ну прикольно. Мы были здесь, когда было светло, но вообще не такие, знаете, ощущения, как сейчас. Это просто что-то нереальное. Друзья, через 8 минут будет Эйфелева башня зажигаться. Так, знаете, огоньками мигать. Поэтому нам еще 6 минут, мы подождем, чтобы вам показать, как это будет красиво. Смотрите, все ожидают, как будет загораться Эйфелева башня. Видите, сколько людей в ожидании? Осталось 2 минутки и будет она гореть. Ждем. Ребята, смотрите, уже должны ее зажечь. Ага, начинает зажигаться, смотрите. Вау, как красиво! Смотрите. Вся башня горит. Камера, конечно, это не передает, но это очень красиво. Ребятки, я забыл вам снять наши апартаменты, но так быстро пробегусь, то, ребята, здесь неудобно. Вот здесь у нас вход. Мы заходим сюда. У нас бардак, простите. Вот такая вот у нас кухонка. Тут гостиная зона. Смотрите, какой камин старенький. Телевизор, все такое у нас. Классненько. Смотрите, вид с окна. На внутренний дворик. Здесь у нас... Смотрите, кстати, окна под старину сделаны, но не пластиковые. Видите? Металлопластик. И здесь у нас 2 спальни. Одна ребят спальня. И тут наша. Тут банда дуреев. И тут у нас вот ванна с туалетом. Так что вот так вот. Ребята, такие вот апартаменты у нас.